Как и ожидалось от Тыкука, в этом видео мы обсудим старые моменты, например, множество драгоценных мгновений, которые мы пережили в октябре во время концерта BTS в Пусане спустя много лет. Потому что некоторые фанаты действительно скучают по их старым забавным выходкам. Для тех, кто мог пропустить это или только что проснулся и увидел последние новости, Тыкук действительно дал много поводов для разговоров. Все началось с репетиций перед этим долгожданным концертом. Один из самых интересных моментов был, когда они танцевали почти бок о бок в хореографии, которую EMI никогда раньше не видели. То, как они двигались синхронно и скоординированно, сразу же очаровало многих фанатов. В другой раз во время репетиции Тэхён поправлял капюшон толстовки Чингука, который закрывал ему глаза. Вскоре после этого Чингук одной рукой попытался расстегнуть рубашку Тэхёна. Тэхён, выглядевший смущенным, тут же отодвинулся, но Чингук настоял. Он даже потянул за один из рукавов рубашки Тэхёна, обнажив его плечо, отчего Тэхён тут же застенчиво улыбнулся. Остальные участники присоединились к шутке, стянув его рубашку до плеч и середины груди, оставив несколько пуговиц расстегнутыми. Чингук просто смотрел на него и смеялся. Самым милым моментом было, когда Тэхён на мгновение посмотрел на себя в зеркало, а затем полностью повернулся к Чингуку с застенчивой улыбкой, словно ожидая его мнения. То, как они смотрели друг на друга и улыбались, было действительно трудно игнорировать. Но, похоже, целью Чингука с самого начала было просто подразнить его и рассмешить всех. Не будем забывать и момент, когда Тэхён обнял Чингука за руку. В тот момент он выглядел таким маленьким и очаровательным рядом с ним. Затем Тэхён начал танцевать для Чингука, и Чингук, как обычно, сделал то же самое для него. Их отношения всегда были такими. Если один что-то инициирует, другой обязательно последует. Был также момент, когда они одновременно подпрыгнули. Затем Тэхён повернулся спиной к Чингуку, и Чингук воспользовался случаем, чтобы снова подразнить его, коснувшись его спины. С ракурса камеры было не очень понятно, что он делал, но их близость и то, как Тэхён позволил этому произойти, все равно были очень милыми. Один из самых интригующих моментов был, когда Чингук, казалось, попросил Тэхёна встать перед ним на колени, и Тэхён с готовностью согласился, оставаясь в позе, которую, по-видимому, желал Чингук без видимой причины. Позже на концерте было множество запоминающихся взаимодействий. Один из таких инцидентов произошел во время исполнения песни «Savе Ми». Чингук протянул руку Тэхёну. Тэхён сначала немного удивился, но затем принял ее очень нежно и мило. То, как они приблизились и бережно держали друг друга за руки, стало одним из самых запоминающихся моментов вечера. Был также момент, когда Тэхён поправил одежду Чингука перед исполнением песни «Ботр». В ответ Чингук небрежно похлопал Тэхёна по талии. Через несколько мгновений Тэхён сделал то же самое с Чингуком, после чего ушел. Это было простое взаимодействие, которое казалось таким естественным и интимным. Они также внесли небольшие изменения в хореографию песни и выглядели очень счастливыми. Чингук, казалось, подбадривал Тэхёна, заставляя его делать забавные движения, которые вызывали у него смех, как будто знал, что Тэхён уже планирует продемонстрировать свои запретные движения, которые всегда его развлекали. Они также сблизились с Джей Хоупом, когда он исполнял свою рэп-партию. Тыкук подпевал ему, и в итоге между Джей Хоупом и Чингуком возник трогательный момент. Затем был момент, когда Тэхён сосредоточился на пении. Внезапно он повернулся и начал танцевать в сторону кого-то позади себя, кем оказался Чингук. Если посмотреть с другого ракурса, момент был еще слаще, потому что Чингук очень внимательно смотрел на Тэхёна. Как только Тэхён это понял, он тут же отвернулся и перевел взгляд на публику, выглядя немного нервным. Но чего еще можно было ожидать? Это эффект Ким Тэхёна. Конечно, их совместный момент во время исполнения песни «Доп» тоже нельзя пропустить. К сожалению, в официальной трансляции, похоже, вырезали некоторые сцены, показывающие их взаимодействие во время совместного пения.
К счастью, присутствовавшие на концерте Airways смогли запечатлеть этот момент и поделиться им со всеми. Видеть, как они поют вместе, было настоящим подарком для фанатов. Когда концерт подходил к концу, Тэхён заявил, что он последний, кто будет говорить. Он признался, что не очень хорошо умеет выражать свои чувства, поэтому просто сказал «спасибо». Однако Чингук мягко спросил его, действительно ли он собирается закончить свою речь так. В ответ Тэхён сказал «барахэ». Милые поддразнивания и наставления Чингука в адрес Тэхёна были одним из самых трогательных моментов. Во время финального исполнения песни «Yet to Come» Taekook подняли баннер с надписью «Лучший момент еще впереди». Они поклонились Airmoy в знак благодарности за их поддержку. В общем, Taekook в очередной раз подарили фанатам множество моментов, которые сделали их счастливыми и довольными. Но на этом история не закончилась. После концерта Хобби, Чимин, Тэхён и Чингук провели короткий прямой эфир. Сначала Тэхён и Чингук сидели рядом, приветствуя Эйвэй и ожидая, пока присоединятся остальные участники. Через несколько минут вошел Чимин, и в это время Taekook оставался сидеть рядом, читая комментарии и общаясь с фанатами. Они оставались в таком положении довольно долго на протяжении всего эфира. В какой-то момент Хасок прочитал комментарий с просьбой к Чингуку жениться. Чимин сразу же задал вопрос по поводу комментария, а остальные засмеялись. Чингук не сразу ответил. Затем Тэхён сказал, что Чингуку не нужно этого делать, все еще отводя взгляд. Интересно, что Чингук сразу же взглянул на Тэхёна, который, казалось, был очень внимателен к разговору, хотя и не смотрел в камеру. После проверки ситуации Чингук сказал что-то, что звучало так, будто он когда-нибудь женится, но пока не знает, когда. Затем Чимин сказал, что Чингук может объявить об этом прямо сейчас. Но Тэхён с улыбкой сказал, что Чингуку лучше пропустить эту тему. И, как обычно, они продолжили сидеть вместе, очень удобно, не обращая внимания на личное пространство. Еще один момент, который трудно было не заметить, это то, как они постоянно смотрели друг на друга при любой возможности. Они также показали торт, который генеральный директор компании прислал в подарок на концерт. После этого Чимин встал первым, вероятно, чтобы добавить что-нибудь в свой рамен. Затем Чингук встал, чтобы взять напиток. Когда он вернулся, их рассадка изменилась. Чимин уже сел, а Чингук вернулся с бутылкой напитка и миской рамена для себя. Но через несколько мгновений произошло нечто интересное. Когда Чимин снова встал, Чингук непринужденно воспользовался возможностью и снова сел рядом с Тэхёном, точно там, где они сидели в начале трансляции. В другом месте разговора Тэхён сказал, что на самом деле с нетерпением ждал этого дня, потому что очень хотел поехать в Пусан, который он очень любит. Затем Чингук спросил, бывал ли Тэхён там раньше. Когда Тэхён неуверенно ответил, что ему никогда так не нравился Пусан, как в тот раз, Чингук по какой-то неизвестной причине выглядел немного разочарованным. И, конечно же, нельзя было пропустить фирменный жест Taekooka – копирование вставка. Чимин первым обнял Чингука. Тэхён тут же скопировал этот жест, увидев его. Затем Тэхён обнял Чингука, показав сердечко, прежде чем они попрощались с фанатами. В итоге, это был действительно потрясающий день. День, полный смеха, единения и маленьких моментов, которые заставили многих людей улыбнуться. Потому что для многих фанатов видеть Тэхёна и Чингука вместе – это не просто любимая пара или просто шиппинг. Более того, эти моменты были такими ценными благодаря комфорту, теплу и искренней дружбе, которые всегда проявлялись, когда они были рядом. И, возможно, именно поэтому этот день показался таким особенным для многих людей. И среди множества моментов, созданных в тот вечер, было нечто, что заставило многих людей не переставать улыбаться. Это не было чем-то большим или запланированным. Это не было признанием или заявлением, сделанным специально для привлечения внимания. Совсем наоборот. Все казалось таким простым, таким естественным,
И именно поэтому это было так ценно. Короткий взгляд, запечатленный на камеру. Застенчивая улыбка, появившаяся незаметно. Смех, длившийся всего несколько секунд. Небольшой жест, который, возможно, ничего не значит для других, но становится воспоминанием, которое фанаты хранят годами. Тэхён и Чингук всегда умели создавать такие моменты. Им не нужно ничего говорить, чтобы показать, насколько комфортно им друг с другом. Им не нужно объяснять миру свою связь. Потому что иногда самая искренняя близость проявляется в невысказанных словах. И когда все наконец заканчивается, остается сказать только одно: «Спасибо, Тэхён». Спасибо, Чингук. Спасибо за то, что подарил нам столько воспоминаний, которые могут согревать наше сердце даже спустя годы. Спасибо за то, что остался верен себе. Спасибо за то, что рос вместе с нами. И спасибо за то, что еще раз доказал, что самые ценные моменты часто рождаются из простых вещей, сделанных с искренностью. Потому что в конце концов концерт может и закончиться. Музыка, возможно, закончилась. Свет со сцены, возможно, погас. Но воспоминания о той ночи будут жить. В каждой улыбке. В каждом видеоповторе. В каждой истории, рассказанной одним и другому. И в сердцах миллионов, которые стали свидетелями всего этого. Потому что, как гласило послание, которое они разделяли в ту ночь, лучший момент еще впереди. Лучший момент действительно еще впереди. Но та ночь в Пусане навсегда останется одной из причин, почему путь в будущее так прекрасен, когда его вспоминаешь.